Друзья, сегодня я вам покажу, как почистить золотые изделия. Давайте посмотрим, какие они грязные и как это все можно почистить. И что можно чистить из этого, а что нельзя. Что при чистке может быть плохо. Этот секрет мне когда-то открыл ювелир. Поэтому давайте сейчас все это быстренько почистим. Фейри. Здесь обычная вода. Вот так, совсем немного. Раз. Аммиак. Обычный нашатырный спирт. Вот так тоже, совсем немного. Теперь давайте так. Изделия с бриллиантами можно. Даже нужно. С бриллиантами можно все. С камнями вот с такими советские изделия тоже можно чистить. Вот с такими камнями. Это тоже можно. Это тоже можно. Цепочка не то чтобы можно, даже нужно. Посмотрите, как она потом будет сиять. Брошка такая советская тоже чистим. Вот эту брошку старинную, друзья, ни в коем случае не чистим. По одной простой причине. У нее патина. И такие вещи, которые имеют коллекционную ценность, лучше не чистить. Всегда их с патиной можно продать гораздо дороже, если вы хотите продавать. Или вы коллекционируете. Но интересно, вещь в патине. Поэтому это откладываем. Вот такие изделия золота с бриллиантами тоже чистим. Это очень даже хорошо. Вот такие можно чистить камни. Единственное, что бы я не рекомендовал бы чистить в данном случае, это изумруды. Ни в коем случае, потому что они промаслены, и вы можете кинуть туда изумруд хорошего зеленого цвета, а достать, к примеру, берил. Ну, если вы понимаете, о чем я. И еще я бы не рискнул чистить вот такой старинный крест 56-й пробы с эмалью. Это эмаль, поэтому ни в коем случае. Видите, там как чернее, тут начинаем перемешивать. Смотрите, там как аж черное пошло, да? Вот это все вот так перемешали. Водичка теплая. Перемешали. Можно прям рукой, ничего с ней не случится. И закрыли. Я закрою на 2 часа. Через 2 часа вернусь. Так, друзья, ну что, открываем. Смотрим, что у нас тут. Как там все грязно, да? Вот это грязи. Так, теперь нам понадобится зубная щетка, как вы уже поняли. И зубной щеткой простые вот такие движения. Быстренько все пройтись. Ничего абсолютно сложного. И так с каждым изделием. Ну, грязища, да? Просто пробежаться. Сейчас цепочку покажу. А все остальное самостоятельно. И промываем это все под проточной водой. Друзья, я вам хочу сказать, изделия просто сияют. Смотрите, яка ципка. А? Цепочка просто горит, да? Ты шо? Сейчас посмотрим другие поближе. Перстенек засиял. Засиял. Хорошо, что мне этот секрет раскрыл ювелир. Дело в том, что вот в кольцо забиваются жиры, да? Тут растворяет жиры, просто все потом, блин, вот кольцо с бриллиантами без всяких проблем
Почистилась, да? Огонь. Да все сияет, все горит. Смотрите. Показываю вам как можно ближе. Знали о таком способе? Пользовались? Пишите в комментариях, друзья. Супер. Друзья, за старание лайкосик и коммент. Да, ну все просто сверкает и горит. Друзья, не забывайте, подписывайтесь на канал. И не пропустите ни одно интересное видео, которое вам поможет либо сэкономить, либо заработать, либо приумножить свои денежные средства. Не, я доволен методом. Хорошо, что ювелир подсказала. И главное, это дома просто и быстро. Пока.